Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас такая красивая маечка топ с узором ажурным по схеме. Схема есть, вот такая фотография на глаза мне попалась, очень интересная. Узор мы разбирали, а сегодня я предлагаю связать вот такую летнюю модельку маечка топ. Надеюсь, вам идея понравится. Посмотрите и свяжите вместе со мной. У меня такие замечательные ниточки. Они очень нежно-пыльно-розовые, наверное, я сказала бы так. Очень модный цвет. Это слонимский хлопок. На лето предлагаю связать очень интересную модельку. Вот она у меня есть на фотографии. Я думаю, что ее многие видели. Сегодня разберем, как начать вязать вот такую красоту. Надеюсь, вам тоже понравится. Обвязочку обязательно сделаем. И вот такую кофточку свяжем. Начинаем вязать с моих любимых колечек. Почему? Потому что это очень удобная форма набора и очень удобно просчитать узор. Воздушные петли мы когда набираем, мы часто ошибаемся. Итак, 1, 2, 3, 4, 5 в этом случае мы набираем. На эту кофточку делаем колечко чуть больше и 2 накида. То есть наша задача провязать колечко чуть больше, чем обычно. Вот такое. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 накида. Нам необходимо набрать колечки по объему бедер. По объему бедер. Набрали. Я набрала. В круг замыкать мы не будем. Раппорт узора 2 колечка. Вот 2. Почему не будем? Чтобы не было путаницы и не нужно было потом распускать, если мы не вписались в узор. Всегда можно добавить колечки или там 1-2 оставить в резерве, отрезать, допустим. То есть набираем колечки чуть больше. Первый ряд вяжем таким образом. Столбик с накидом, 4 воздушные петли и пышный столбик. Это наш первый ряд. Каким образом мы его будем вязать? Смотрите, мы переходим соединительным столбиком в центр колечка. Внизу воздушные петли, а мы вяжем за столбик. Вот. Таким образом повернем, чтобы все было красиво. Вяжем 1, 2, 3. Еще столбик. И еще. Пышный столбик из 3 столбиков. 1, 2, 3, 4. В следующее колечко вяжем столбик с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. Вяжем пышный столбик. И вот таким очень простым способом нам нужно провязать первый ряд. У нас идет распределение узора. Это самый важный первый ряд. Вяжем, чередуя пышные столбики и простые. Между ними 4 воздушные петли. Первый ряд мы провязали. Теперь наша задача соединить. Если вам не хватило, допустим, колечко, вот у нас есть ниточка, можно привязать к этой ниточке еще одну и набрать колечки в эту сторону. Вот. Если все хорошо, нормально, вы просчитали четное количество колечек, то у вас должно получиться вот таким образом, как у меня. Я довязываю вот столбик, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и присоединяюсь к пышному столбику нашего первого ряда. Вот. А внизу наша задача, вот ниточка у нас осталась, кусочек, просто-напросто привязать к первому колечку, последнее и первое. Все, мы с вами соединили, и теперь начинаем вязание второго ряда. Второй ряд у нас идет из воздушных петель и столбиков. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, 3 воздушные петли между ними. И нам нужно начать вязание над столбиком. Над столбиком. Так. Разъединяем. Я разъединила вот 4 воздушные петли, и у нас было соединение. Почему? Потому что нам нужно начать вязание в столбике. Для этого мы с вами сделаем
такую скрепочку. Провязали последний столбик с накидом. Делаем 2 накида. И теперь присоединяемся к пышному столбику. Для того, чтобы оказаться в том месте, где нам нужно оказаться. Вот. Над столбиком. Внизу мы сейчас привяжем. Не переживайте. Здесь вяжем 1, 2, 3 и 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пышный столбик мы проходим. Так. Вот, пышный столбик мы проходим, мы его не трогаем. А в следующий столбик вяжем опять 7 столбиков с одним накидом. Такой у нас второй ряд. 7 столбиков, 3 воздушные петельки. Вот. Вяжем. Провязали мы с вами второй ряд. 3 воздушные петли. Наша задача присоединиться. Присоединяемся в первый столбик с соединительным столбиком. Смотрите. Присоединились. Вот такой ряд. Теперь вяжем третий ряд. 1, 2, 3. В первый столбик. Во второй столбик с одним накидом. В третий. Так. Тут я, наверное, путаю. У нас 7 столбиков. Наша задача провязать 3. Тут спрятался еще один столбик. 3 столбика. Наша задача. По центру столбик не вяжем, а вяжем 2 воздушные петельки. 1, 2, 3. И 3 столбика, которые у нас остались. 1, 2, 3. Это мы с вами вот такой цветочек уже начинаем вязать красивый. 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять начинаем вязать наш красивый цветочек. 1 столбик с накидом, 2 и 3. 2 воздушные петельки. Внизу пропускаем 1 столбик, а следующие 3 вяжем. Вот такой ряд, который тоже очень легко запомнить и легко связать. Чередуем 3 столбика и 2 воздушные петельки. Довязываем наш красивый ряд. Цветочки почти готовы. Присоединяемся к первому цветочку и вяжем таким образом. 2 воздушные петли подъема, 2 столбик не довязываем и 3. Теперь провязываем все вместе. 3 столбика вместе. 1, 2, 3 воздушные петельки. В центр столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. И 3 столбика провязываем вместе с общей вершинкой. 1, 2, 3. С общей вершинкой. Получаем цветочек. Теперь 1 воздушная петля и цветочек вяжем заново, уже следующий. 3 столбика вместе. Три воздушные. 1, 2, 3. Столбик по центру. 1, 2, 3. И 3 вместе. И наш цветочек будет готов. Всего 4 ряда. Даже 3. 1, 2, 3 рядочка у нас будет занимать сам цветок. И 1 ряд будут пышные столбики, как мы с вами вязали. 4 рядочка раппорт узора. Такого красивого. Предлагаю связать. В итоге наш цветок связан. Красота. Сделали воздушную петлю, соединили самым
с самого начала нашего вязания. Вот таким образом. Теперь наша задача оказаться в центре либо столбика, либо между. Я предлагаю между соединительный столбик сделать и провязать 1, 2, 3. Это у нас будет столбик. 1, 2, 3, 4. Это уже узор. Вяжем первый ряд. Только теперь мы вяжем пышный столбик. Вот пышный столбик. Там, где у нас один столбик был. 1, 2 и 3. Провязываем вместе 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, а между столбиком, где цветочек кончается и начинается, вот в это место, провязываем столбик с одним накидом и получаем вот такой красивый узор. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. То есть мы вяжем с вами в шахматном порядке тот же самый узор, который только что связали. 1, 2, 3, 4. Между лепесточками столбик с одним накидом. Вот и все. В следующем ряду, там где столбики, мы начинаем вязание нового цветочка. 7 столбиков. И идет повтор узора. Узор очень красивый, правда? Предлагаю повязать. Вяжем ровным полотном до проймы. Получается такая необыкновенная красота. Еще слонимская пряжа невероятно красивого цвета. Такие вот цветочки. Все так нежно, все красиво. Я провязала до проймы, как правило, 40 сантиметров. Потом разделила ровно пополам. Сбоку оставила один узор с одной стороны. Это у нас будет пройма. Вот. И вяжу спинку. Спинку вяжу. Мы с вами разбирали, как вяжется узор прямого вязания. Буквально вчера. Смотрите видео мастер-класс, как вяжется половинка. Просто-напросто добавляется у нас один столбик, либо воздушные петельки. Вот. Смотрим узор вчерашний, разбираем. И ровным полотном нужно связать высоту проймы. Высота проймы у нас 20 сантиметров на взрослого человека, 15 на детского. Вяжем пройму. Вернее, вяжем спинку. А как впереди сделать вырез, обязательно покажу. Я провязала спинку. Посчитала 5 мотивчиков, мне получилось. Вот. И последний мотив, смотрите, я разделила спинку на 3 части. Мне получилось 3 мотива, 3 мотива и 3 мотива. И в последнем ряду, когда я начала провязывать последний мотив, просто-напросто по центру я не провязала, а туда и обратно плечо отдельно сделала. Вот. Рекомендую таким же образом делить на 3 части спинку, чтобы вот такой вырез для горловины сделать. И имейте в виду, что спинка у нас всегда длиннее. Это для удобства ношения. Как росток мы вяжем сверху, когда мы делаем вязание, так мы вяжем, если снизу, то длиннее спинку делаем для ростка. Теперь провязала 3, опять же, мотивчика. Это у меня такая лямочка впереди будет. Точно так же с другой стороны я провяжу. Связала на 1 узор, то есть 4 всего, на 1 меньше. Вот. Ну, теперь наша задача, конечно, с изнаночной стороны прошить. Я это всегда делаю петля в петлю, то есть соединяю с обратной стороной, со второй, и провязываю. Вот сколько столбиков есть, я их провязываю. Если здесь у нас воздушная петелька, здесь у нас пышный столбик, ничего страшного, идем дальше, прикладываем и провязываем столбиками без накида по факту, где у нас и как складывается. Вот так сложили и с изнаночной стороны прошили. На обратной стороне все получается ровно, аккуратно. Наша задача прогладить шов утюгом, чтобы все было красиво смотрелось. Вот теперь
Задача провязать вторую лямочку и сшить. И маечка вот таким необыкновенно красивым узором у нас будет готова. А в следующем видео мастер-классе я покажу, как обвязать горловину, чтобы она была не квадратной, а немножечко скругленной. И кому это интересно, покажу, как набрать рукава по пройме. То есть сделаем небольшой, свяжем рукавчик и превратим наш топик в футболочку или кофточку. А пока довязываем вторую половинку и также сшиваем. Получилась такая замечательная маечка, очень красивым узором из нежных слонимских ниточек. Такой розовый цвет какой-то, знаете, с напылением. Очень красивый. Расход на 44 размер, это у меня 44 размер, 150 грамм. Это без обвязки. Я думаю, еще на небольшие рукавчики мне хватит. И грамм 200 такая вот летняя моделька вытянет. Надеюсь, вам идея понравилась. Огромная просьба подписываться на Яндекс.Дзен и обязательно пишите комментарии. Это прям очень-очень важно. На YouTube было много комментариев, каждый день писали, что-то спрашивали, комментировали. На Яндекс.Дзен такая тишина. Я не знаю, смотрите вы ролики, нужны они вам, нравятся они вам. Огромная просьба, пожалуйста, пишите свои комментарии на Яндекс.Дзен. Это очень-очень важно. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам понравилась идея и видео будет полезным. До новых встреч!